Задача. Поверхность вращения задана очертаниями. Требуется построить недостающую горизонтальную проекцию линии сквозного кругового отверстия поверхности вращения. Для решения этой задачи целесообразно воспользоваться методом секущих плоскостей. Для этого на фронтальной плоскости проекции проведем секущие плоскости, перпендикулярные фронтальной плоскости проекции. Ну, проведем их где? Вот здесь, где проходит ось раз, где проходит вот здесь центр отверстия, где проходит верхняя точка, и плюс еще посерединке проведем. Ну, то есть эти сечения у нас будут такие. Первое вот здесь. Дальше второе тоже будет, ну, вот здесь. Третье это вот это основание, ну, а также посерединке. Обратите внимание, что в точке я провожу, ну, произвольные. Произвел. Дальше. Теперь у нас где-то эта секущая плоскость будет пересекать точки. Ну, давайте их продлим, поскольку точек у нас будет с одной стороны и с другой стороны. Точки будут. Будет пересекать точки. Будет пересекать наше сечение. Оно у нас, вот оно здесь. И будут получаться у нас точки. Точки такие. Здесь. Здесь. Так, и с противоположной стороны. Обозначим полученные точки. Ну, начнем, давайте сверху считать. Точка 1, 2 проекция, 2, 2, 3 проекция 2, 4 проекция 2, 5 проекция 2, 6 проекция 2, 7 проекция 2 и 8 проекция 2. Так, теперь давайте подумаем. Когда мы будем рассекать вот данную фигуру вращения плоскостью, вот, которая проходит через точку 1, 2, и будем смотреть сверху, что мы будем видеть? Ну, очевидно, что мы будем видеть, что окружность. И окружность какого радиуса? Вот такого радиуса, да? Вот такого радиуса. 24 миллиметра. То есть мы рассекаем, смотрим сверху, видим окружность. Значит, и изобразим окружность радиуса 24 миллиметра. И теперь точка 1, где у нас будет находиться? Ну, проведем линию связи, и очевидно, что таких точек будет 2. Одна точка и вторая точка. Ну, чтобы не загромождать чертеж, то я лишнее уберу и поставлю эти точки здесь. Ну, единственное, это что будут проекции у нас будет, соответственно, 1, 1, и здесь проекция будет тоже 1, точка 1, проекция 1. По такому же принципу рассмотрим остальные точки. Измерим радиус окружности при сечении. Второй. Получается 31 миллиметр. И спроецируем точку 8 и точку 2. Точка 8 здесь. Точка 2 будет здесь. Обозначим эти точки.
и подпишем эти точки. Ну, проще, наверное, будет вот так вот писать. Значит, подписываем. Эта точка будет 8, проекция 1. Это 8, проекция 1. Это 2, проекция 1. Это 2, проекция 1. Тоже уберем лишние линии связи. И дальше опять проведем сечение. Когда мы проведем сечение, то что у нас будем видеть? Мы будем видеть окружность, которая будет иметь радиус вот такой, 36 миллиметров. Строим этот радиус, окружность, проводим линии связи и находим точки. Соответственно, это будут точки 7, и с противоположной стороны это точка 3. Провели. Обозначаем полученные точки. Так, дадим им наименование. Значит, 7, проекция 1, 7, проекция 1. Ну и здесь у нас будет 3, проекция 1. И здесь будет у нас, так, 3, проекция 1. Так, давайте только лишь уточним, какое обозначение к какой точке относится. Ну вот это 2. А вот это будет 3, да, чтобы мы не путали. Так, и здесь, соответственно, вот это поближе 2, а это 3. И здесь, ну, это поближе, это 7. И здесь это 8, а вот эту поближе 7. Так, удалим линии связи и окружность. Ну и дальше рассмотрим следующую плоскость. Данная плоскость рассечет фигуру вращения. Мы получим окружность с радиусом 39 миллиметров. Строим 39 миллиметров. Вот видите, почти на самой окружности. Проводим линии связи из точки 6. Так, чтобы угол был 90 градусов. Ну, если не хочет, мы его так проведем. И из точки здесь 4. Вот так. Теперь обозначим полученные точки. Так, и подпишем эти точки. Значит, это будет у нас здесь 6, проекция 1. Внизу 6, проекция 1. А дальше здесь 4, проекция 1. И здесь 4, проекция 1. Так, и последнее, что мы должны сделать, здесь провести секущую плоскость. Но здесь ее проводить нечего, поскольку радиус мы получим максимальный. И вот это будет тот радиус, который мы собираемся найти. Поэтому нам остается спроецировать эту точку. И спроецировать тоже очень просто. Вот эта ось, и будет линия связи. Вот это будет точка 5, 1. И вот здесь с этой стороны будет 5, 1. Ну, давайте ее
обозначим. То есть вот это будет у нас здесь и здесь. И переименуем. Здесь 1 и здесь тоже 1. Все, необходимые точки построены. Теперь осталось нам соединить то, что мы с вами получили, и получить непосредственно линию сквозного кругового отверстия поверхности вращения. Здесь будет у нас линия кривая, поэтому берем кривую, ну и начинаем с точки 1, потом идет у нас 8, 7, 6, 5, опять же точно так же возвращаемся в точку 1. Теперь опять построим точно так же. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и возвращаемся в 1. Все, смотрите, какое красивое получилась у нас линия сквозного кругового отверстия. Вот как оно красиво выглядит. Все, задача решена.